Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание камням, которые помогут вам привлечь деньги, изобилие, достаток и удачу в вашу жизнь. Что это за камни? Далее в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео. Обязательно этим видео поделитесь с теми, кому вы знаете, что эта информация и это видео будет полезно и важно. Вы знаете, каждый камень имеет определенное действие и наделен определенными способностями. И зная о них, вы сами сможете выбрать для себя наилучшего помощника в повседневных делах, чтобы именно этот камень помогал вам преуспевать там, где вы бессильны или слабы. Итак, что же это за камни? Первый камень – это сердолик. Этот камень активизирует вот те зоны вашего биополя, которые отвечают за построение отношений с людьми. Поэтому, если вам трудно заводить новые знакомства, если вы переживаете за свои способности, например, вести те же переговоры, то именно сердолик поможет стать вам в этом лучше. Носите лучше исключительно на безымянном пальце левой руки или на мизинце. Есть еще вариант придумать конструкцию украшения именно браслета. Работает камень постоянно. Он делает так, что ваше биополе настраивается на универсальную волну. Тем самым сокращается вероятность не понравиться человеку с первого взгляда. Сокращается возможность того, что вас воспримут как-то не так. Поэтому наиболее активен этот камень. Обращаем ваше внимание в период с апреля по сентябрь. Если брать в расчет день недели, то он повышает вашу коммуникативную активность именно в четверг. Поэтому, если вам нравятся камни, вы носите камни, то обратите внимание именно на этот камень. Он действительно вам поможет в жизни. Далее тигровый глаз. И это камень, который лучше носить всего именно на груди. Девушкам можно пробовать искать или делать, например, заколки для волос с этим камнем. Чем выше он будет находиться, именно тигровый глаз, на вашем теле, тем для вас лучше. Особую активность у этого камня отмечается в периоды энергетического застоя. Но различия здесь небольшие. Зимой и осенью тигровый глаз немного более сильный. Этот талисман помогает вам замечать различные мелочи. Денежные приметы, к примеру, будут более заметными и очевидными для вас. И вообще, вы знаете, тигровый глаз, он заставляет интуицию работать в более активном режиме. Поэтому никогда не снимайте этот камень во время работы или во время совершения, например, покупок каких-то таких вот крупных. Если вы подписываете бумаги, если вы принимаете участие в каких-то собраниях, встречах, на собеседованиях, но помните о том, что именно тигровому глазу нужно отдыхать и набираться сил. Поэтому его обязательно на выходные скрывайте от солнечного света. Вот такие свойства интересные имеет тигровый глаз. Поэтому, пожалуйста, если вы опять же любите камни, то тигровый глаз, обращаем ваше внимание, он вам будет помогать и будет находить те мелочи, возможно, и будет давать через интуицию те определенные инструкции, информацию, которая вам пригодится в жизни. Следующий камень, который привлечет вам деньги, удачу, поможет во многих ваших ситуациях, это цитрин. Этот камень помогает быть собраннее, он имеет строго защитные функции. Также он повышает ваше внимание, улучшает память и защищает ваше сознание от всевозможных сомнений и депрессий.
Он также помогает защищать биополе от энергетических вампиров и людей, которые негативно настроены по отношению к владельцу данного камня. Носить этот камень можно везде, где вам будет угодно и комфортно. Вы даже можете положить его в карман, в сумку или в кошелек. Чем больше цитрин пребывает рядом с вами, тем крепче будет его хватка, тем сильнее будет его воздействие. Но время от времени он также владельцам дарит новые силы, когда те уже на исходе и требуется вот какой-то финальный рывок. Поэтому купите себе именно кольцо именно с камнем цитрин и используйте его, особенно если вы занимаете какую-то руководящую должность, он вам будет всегда помогать, будет вас защищать от всевозможных сомнений, от того всего, что, возможно, вам мешает двигаться и развиваться дальше. Далее, следующий камень – это топаз. И топаз – это выбор лидеров. Если вы занимаете какую-то должность топовую, которая требует именно управления людьми и повышения их уважения к вам, то топаз поможет вам не потерять вот ту ниточку, которая ведет к успеху. Этот камень поможет вам вовремя опомниться, чтобы не перегнуть вот ту палку или вот ту вот грань, или наоборот вам стать более жесткими, когда вы чувствуете, что вы утрачиваете способности. Топаз носится везде, однако максимальная активность камня достигается путем его зарядки с помощью энергии полнолуния. Обращайте на это внимание. Поэтому каждый раз при полной луне кладите камень на подоконник, так как именно луна является его прямым союзником и источником его живительных и созидательных сил. Что касательно полнолуния, то доставайте лунный календарь, в интернете много информации, и именно в эти дни, пожалуйста, заряжайте. Следующий камень – это селенит, и этот камень можно использовать как в роли, например, нательного украшения, так и в роли украшения вашего рабочего стола. Из него делается множество самых разных фигур. Он должен быть всегда на виду. Только так вы сможете сохранить его силу и раскрыть весь его потенциал. Это в какой-то степени еще и творческий камень. Он помогает находить нестандартные выходы из привычных ситуаций. Селенит отлично помогает людям, которые занимают какие-то креативные посты. Если вам нужно что-то придумать, то именно селенит поможет вам в этом. Он откроет ваш разум и подскажет, как прийти к чему-то невероятно уникальному и необычному. Подводя итог, хочется сказать, что каждый камень повышает вашу энергетику или, наоборот, защищает ее от негативного воздействия извне. Камни могут использоваться совместно и с другими, но их сила растет только в случае именно одиночного использования.